Коми-зыряне или просто коми – один из древнейших народов России. Его история уходит корнями во времена неолита, а это около 2000 лет до нашей эры. Сегодня коми проживают на севере России, на территории одноименной республики, в Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Мурманской и Тюменской областях. В Ямало-Ненецком автономном округе живут около 6000 коми-зырян. Здесь они называют себя Изватас. Они пришли сюда в 19 веке в поисках мест, где можно пасти оленей. Многие из них до сих пор говорят на своем языке, носят национальную одежду и ведут традиционный образ жизни. Как сформировался народ коми? Чем они традиционно занимаются и на каком языке говорят? Какую одежду носили раньше и сейчас? Во что верят? Есть ли разница между коми-зырянами и коми-пермяками? В этом видео мы расскажем подробнее о древнем народе и постараемся найти ответы на все эти вопросы. По одной из версий, название коми произошло от названия реки Камы. Так именовали себя люди, поселившиеся вокруг этого водоема. Также они называли себя коми-морт, что означало коми-человек, или коми-войтер, что переводится как коми-народ. А вопрос о происхождении слова «зыряне» пока остается открытым. Его этимология все еще до конца не ясна, но принято считать, что это устаревшее русское название. Народ коми относится к финно-угорской этнической группе. Его численность составляет порядка 300 тысяч человек. Первые предки коми поселились вокруг рек Оки и Камы более 4000 лет назад. Примерно через 1000 лет после формирования началась миграция зырян. Долгое время они представляли собой отдельные племенные поселения, а из общего у них были только происхождение и язык. Исторически сложилось так, что коми-зыряне активно контактировали с соседствующими народами, от вепсов до обских угров, до марийцев, ненцев, славян, ханов и манси. Это оставило свой след, и черты разных народов можно найти в образе жизни, традициях, культуре и даже внешности коми-зырян. Новгородцы узнали о коми еще в XII веке. В XIV этот народ стал частью Руси, сначала присоединившись к Новгородской республике и только потом к Московскому государству. А в XX веке Коми-область была преобразована в автономную республику. В этом регионе два официальных языка – русский и коми. Народный язык преподают в школах, у него существует порядка 10 диалектов. Изначально у коми-зырян была руническая письменность – пассы. Позже она начала меняться, и до 17 века здесь пользовались собственной азбукой. А после этого произошел переход на кириллицу. Сейчас большинство коми-зырян православные, в том числе и старообрядцы. Обращение в христианство началось в XIV веке. До этого было распространено язычество, отголоски которого сохранились до наших дней. Коми верили в очищающую силу стихий. Например, перед ловлей рыбы сеть держали над огнем, а каждому больному для выздоровления давали чистую воду. Также был широко распространен тотемизм. В тотемах изображали птиц и животных. Зыряне верили в то, что после смерти человек может переродиться в животное или наоборот. Почитались деревья, особенно ели и березы. Все березовые рощи считались священными. Традиционно северные коми занимаются рыболовством, охотой и оленеводством, которому научились у соседей ненцев, а южные – животноводством и земледелием. Нередко было так, что на поиски дичи часто отправлялись за сотни километров от дома. Зимой преодолеть такое расстояние непросто, поэтому здесь стали использовать лыжи. Считается, что именно предки коми изобрели первые в мире лыжи. Подтверждением этому стал осколок лыж, который археологи нашли на территории коми. По подсчетам специалистов, украшенному фигуркой лося фрагменту около 8000 лет. У охотников были лыжи двух типов – лызь, подбитые камусом, то есть шкурой с ног оленя или лося, и голицы или лямпты. Первые для постоянного использования, вторые для передвижения по насту или сырой погоды. Изготавливали такие лыжи из ели или березы. В наши дни охотники продолжают использовать традиционные лыжи, а недавно в республике Коми даже начали проводить соревнования на лямптах с характерным названием «лямпиады». Кроме того, народ коми занимается деревообрабатывающими ремеслами – резьбой и росписью, плетением из бересты, черемуховых и ивовых веток. А женским традиционным рукоделием было ткачество. Из конопли и льна ткали мешковину и сукно для верхней одежды, половики, полотенца и ткань для рубах. Традиционная одежда коми-зырян похожа на одежду северных русских. Например, женщины носят рубаху и сарафан. Зимой верхней одеждой служат шуба из овчины, а в остальное время кафтаны и зипуны.
Одежда северных коми изготовлена из оленьего меха. Как и ненцы, коми носят сапоги пимы и малицы, рубахи из меха оленя. Живут коми-зыряне не просто в избах, а в целых жилищно-хозяйственных комплексах. Так дома состоят из нескольких частей – сеней, клети, двора, хлева и повети. Специальной нежилой пристройки. Здесь хранят корм для скота, дрова и разные хозяйственные принадлежности. Внутри изб устанавливают печь, над которой раньше устраивали небольшое окно. Вплоть до второй половины 19 века здесь топили по-черному, и окно нужно было, чтобы через него уходил дым. Для украшения домов используют ткани с традиционным орнаментом и вырезают узоры на ставнях. Нередко дома могут состоять из нескольких изб, каждая из которых предназначается для отдельной родственной семьи, для родителей, взрослых женатых сыновей, а иногда и для замужних дочерей с их мужьями и детьми. Еда у коми обильная и питательная. Здесь очень любят супы, особенно кислые с перловкой. Кроме того, едят каши из разных круп. Особое место в рационе занимает рыба. Ее едят в любом виде – в соленом, вареном, вяленом, мороженом или запеченном. На стол также принято подавать всевозможную выпечку – оладьи, пироги, хлеб. А традиционные напитки – это хлебный квас, пиво и березовый сок. Коми-зыряне и коми-пермяки хоть и имеют общих предков и похожие языки, однако это два автономных народа. Так считается, что зыряне выше, чем коми-пермяки. У коми-пермяков более европеоидная внешность, светлее глаза и волосы, они ближе к карелам. В то время как коми-зыряне более смуглые, их глаза и волосы темнее, а телосложение сильнее. Кстати, не перепутайте, пермяки – это жители Перми, а народ именно коми-пермяки. Северные коми бережно относятся к своей культуре и стремятся передать ее следующим поколениям. Для этого многие носят национальную одежду, говорят на своем диалекте и устраивают фестивали и конкурсы. Например, раз в 2 года проводится межрегиональный фестиваль Чужен-Войтер – «Родные люди». На него приезжают коми со всего севера. Это возможность встретиться и пообщаться одной большой семьей, а некоторые даже находят здесь своих дальних родственников. Также сохранению уникального народа помогают и специальные общественные движения. Благодаря одному из них в Ямало-Ненецком автономном округе появился особый праздник. 29 марта здесь отмечается день Коми-Изватес. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий, а также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.